Друзья мои, рад приветствовать вас на канале Медовик. Открытый улей, беспорядок, пчелы кружатся надо мной. Что-то происходит, две рамки вне улья. Что хочу сказать и показать, почему так спонтанно снимаю это видео. Честно вам скажу, видео будет о подсаживании маток, но, честно скажу, не планировал в этом году что-то снимать о подсаживании маток. Настолько много я уже об этом рассказал. Несколько видео, я их показываю по традиции на экране, ссылочки на них оставляю. Вы можете там посмотреть, о чем я говорил, что имел в виду, какие правила рассказывал по подсаживанию маток, тонкости. Даже было видео «Хватит убивать маток», потому что оно было направлено как раз на то, чтобы исключить различные ошибки пчеловодов, которые они допускают при подсадке маток. Что же меня вновь и вновь подталкивает рассказывать вам о чем-то, делиться опытом? Я хочу сегодня развеять миф, пойти против этой сказки, которую рассказывают все, даже матководы, продолжая говорить о том, как необходимо подсаживать. Вот смотрите, все очень просто. Я вам показываю, неудобно в перчатках, но работаю в них, потому что очень горячий прополис, в смысле растаял. И плюс работаю с техникой. Значит, вот у меня пересылочная клеточка. В ней ходит матка с синей меткой. Я меняю маток, обновляю и так далее. То есть племенная работа какая-то ведется. Значит, у меня открыт уже малый проход. Сегодня на календаре 6 июля. Обратите на это, пожалуйста, особое внимание. 6 июля. По моим записям, данная семья, из нее была забрата старая матка 2 июля. Прошлогодняя матка, которая здесь сеяла, работала. Схема замены была именно такая, как рекомендуют очень многие пчеловоды, а также литература. Я нисколько не спорю с их рекомендацией, последовал их рекомендации, но есть одно большое но. Значит, смотрите, я прошел уже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 рамочек. Схема подсадки была такая. Старую матку забрал, клеточку пересылочную поставил, через один день выломал малый проход для пчел, они уже туда заходят. И сегодня от 3 числа до 6 уже прошло 3 дня, 3 суток, даже чуть больше, чем 3 суток, 3+. По всем срокам, которые указаны в этой инструкции по подсаживанию, она даже шла с этой маткой, матковод мне ее положил как напоминание, такая буклетик, короче, для начинающих. Спасибо ему за это большое, но там было написано о том, что осиротили семью 4-6 часов, дали постоять клеточки, там, по-моему, день-два, открыли малый проход, 2-3 дня и выпускаем. То есть, следуя такой инструкции, я бы сейчас просто выпустил матку и все. Но моя теория, мои советы, которые я не устану повторять, потому что хочу вам помочь и обезопасить вас от ошибок. Она говорит о том, что необходимо обязательно проверять маточники. И вот лагерь комментаторов и мнений, разделившихся под прошлыми моими видео на 2 части, говорит, что если я подсаживаю матку так, как я там советовал, нужно выждать, чтобы не было открытого расплода, и только потом делать какие-то операции и так далее. Это один из способов. Я пошел вторым способом, сразу же подсадил маточку в клетке, пока еще там толком и осиротение даже не почувствовали. Все, короче, сделал, как рекомендуют. То есть это, по их мнению, должно было обеспечить отсутствие маточников на рамках. Вот я прошел 8 рамок, я не зря их посчитал, практически, ну, наверное, на 6 из 8, там, где был, в принципе, открытый расплод. Я удалял маточники. 2 рамки у меня отставлены для удобства работы. Матку я уже там пересмотрел, жива-здорова. Пчелки к ней заходят в гости, получают феромон. Посмотрите, вот сколько пчел на рамке. Посмотрите, да, я вот сейчас при вас стряхиваю этих пчелок с рамки. И мы смотрим, есть ли здесь маточники. Друзья мои, смотрим, есть ли здесь маточники. Маточники. Маточники, маточники. Ну, этот трутень уже тут трутовый. Посмотрите, штук 5, да, я поломал. Смотрим с этой стороны. Я вам показал матка в клеточке. Ну, вам остается лишь поверить тому, что я действительно эту... Тут, кстати, настолько непонятно трутень с маточниками, что я вот так вот просто это все сделаю, чтобы нигде не пропустить маточник. Вот таким образом. Они сейчас это молочко заберут. И будет двойная польза. Вот так все разрушил. Значит, на тех рамках меньше было маточников, на этой вот просто так они заложили. Но результат я вам показал.
маточников в море. И для того, чтобы их увидеть, избавиться от них, необходимо именно стряхнуть пчелу с рамок, потому что в противном случае вы можете какой-то маточник пропустить. Для совсем начинающих я поясню, почему, вообще некоторые нюансы. Потому что кто совсем-совсем новичок, что-то может быть непонятно. Значит, объясняю. Если мы пропустим маточник где-то, в принципе, по рамкам, и выпустим матку из клеточки, ее могут убить по двум причинам. Первая причина – это пчелы, заложившие, в принципе, эти свищевые, там они маточники закладывают без матки. Они могут, надеясь на то, что выйдет молодая матка из их породы, племени, они получат от нее потом потомство, они могут эту просто убить. То есть наличие маточников в семье – это один из первых ярких, явных признаков непринятия молодой матки. Если маточники есть, матку из клетки выпускать ни в коем случае нельзя. И вторая причина, по которой матка молодая может исчезнуть, она может быть принята пчелами, будет лазить по рамкам, как ни в чем не бывало, засеет вам 2-3 рамки расплода уже там засева, конкретно уже личинки пойдут. И тут какая-то свищевая выйдет из своего маточника и ее убьет, потому что просто эта плодная матка молодая может не разгрызть эти маточники. Такое было на моей практике постоянно еще в далеком моем начале. И так я терял маток, которых получал от матководов. Поэтому, друзья мои, обязательно нужно выломать маточник. Ну и теперь появляется закономерный вопрос. А когда же собираешься выпустить эту матку? Вот смотрите, по записям от 2 числа прошли 4 дня. Маточники уже запечатаны, некоторые были открыты. Это говорит о том, что там маточники были уже не на яйцах, а на личинке построены и так далее. То есть там до выхода матки оставалось буквально около 7 дней, может быть 6. Значит, теперь ситуация такая. Когда выпускать? Я разрушил все маточники, причем у меня еще на этом корпусе стоит магазин, нужно обязательно пересмотреть все полурамки там. Бывает такая ситуевина, когда матка, прошлая хозяйка, могла туда залезть, там буквально пару яиц кинуть, и на магазинах, вот даже в центральной части магазинных полурамках, может такой носок прям висеть, маточник, уже еще более зрелый, чем эти. И та же самая ситуация. Выйдет матка, убьет эту, либо же пчелы будут надеяться на тот маточник и долбанут молоденькую матку. После того, как я разрушил маточники, я сразу матку не выпускаю, подожду еще сутки. И только завтра я смогу уже говорить о том, чтобы ее выпустить и иметь 90% уверенность, что все будет хорошо. Потому что всегда бывают исключения, тут всякое бывает. Но все, что необходимо от нас, все зависящее, вот таким образом мы сделали. И еще один нюанс хочу рассказать в этом видео, может быть, даже опережая чьи-то комментарии. Были у меня случаи, когда я выпускал матку, забыв удалить маточники. Такое тоже было. Сидели, чай пили на веранде, а я все про своих пчел думаю. Мне какие-то ситуации рассказывают, а я все про пчел. Думаю, так, стоп, сейчас мы чай попьем, стемнеет, ночь, и я не успею выпустить матку. Меня переклинивает, я иду, снимаю корпус, второй был, выпускаю матку, ставлю, возвращаюсь пить чай, и меня охватывает тихий ужас. Думаю, елки-палки, я же маточники забыл удалить. И что вы думаете? Плодная матка пошла как хозяйка по улью, все маточники поразгрызала, и все было хорошо. Были и такие случаи у меня. Были даже случаи, когда побеждала из молодых маток, побеждала та, которая мне нужна. Но все это дело случая, фортуны и так далее. Наша задача заниматься прогнозируемым пчеловодством, которое имеет прогнозируемые ожидания. Поэтому все, что хочу подытожить, то обязательно, независимо от того, сколько у вас не было вашей матки в улье, обязательно проверяйте маточники. Обязательно, обязательно. И еще, друзья, для тех, кто досмотрел до конца, один мой очень-очень такой важный совет по поводу подсаживания маток. Ответ на вопрос, почему же все-таки убивают маток, почему же вот вы все сделали вроде бы правильно. Дело в том, что если вы матку в клеточке даете не сразу, как только забрали свою и вот так через 4 дня удалили маточники, бывает такое, что вы просто передержали там 2-3 дня семью без молодой матки, даете матку, вроде бы потом маточники удалили, но обратите внимание, я не зря сказал, запомните 6 число. 2 я манипуляции с маткой сделал, а 6 уже маточники запечатаны. А запечатывают их на 9-й день. И через 7 дней уже выходит молодая матка. Если вы
гораздо раньше 2 числа убрали бы матку дня на 3. Это сокращает вот этот выход матки еще на 3 дня, не сокращает, а приближает его. И, соответственно, у вас в момент уже подсаживания матки, выпускания из клеточки, может по улью бегать одна молодая свищевая матка. И вы вроде бы все маточники удалили. И на следующий день вы выпустите ее, вот как я сделаю. А потом смотрите, а нет матки. Вот нет, убили и все. И начинают мне писать в комментариях, рассказывать эти небылицы и сказки, что ой, да вы знаете, все равно вот побегала и убили. Посеяла 3 яйца и убили. А все очень просто. Просто промахали матку, промахали маточник по срокам. Вот такие вот бывают, висят, но это не маточник, но бывают даже в магазинах. И маточка есть. То есть, если у вас есть подозрение, сомнение о том, что матка действительно есть внутри какая-то молодая, возьмите вы, поставьте рамку открытого расплода, подождите 2-3 дня, пока натянут маточники свищевые, если там матки нет второй. Они их обязательно потянут. Почему пчелы тянут свищевые маточники при наличии молодой плодной матки в клеточке? Потому что им не хватает феромона, идет такое полусиротство, и не хватает внимания от матки, не распространяется феромон достаточно от матки по всему улью. Поэтому на всякий случай пчелы подстраховываются и тянут свищевые маточники. Вот теперь я убедился, что их нет, маточников. Дальше у меня рамки с вощиной стоят. Тут семья не сильная была, такая она в медосборе немножко только весеннем поучаствовала. Дальше будем выходить с ней на подсолнух, тянет она магазинчик. Вот такие, ребятки, обычные ответы, простые ответы на простые вопросы. Спасибо всем за внимание, учитывайте это, пожалуйста. Успешного вам подсаживания маток, мира, здоровья, всем пока.